Девочки, мальчики, всем привет! Сегодня мы делаем вот такой полевой мак с таким бутончиком. Можно с бутончиком, можно вот так без, и тоже пойдет как брошечка. Либо использовать бутон для почти любого цветка, потому как бутончики, они очень похожи друг на друга от всех цветочков. Ничего сложного здесь абсолютно нет. Здесь самые простые столбики с накидами, столбики без накида. То есть для новичка вот просто совершенно не будет никакой сложности связать такой цветок. Ну, вот так вот он выглядит. Вот так вот все симпатично. Мне лично нравится. Надеюсь, вам тоже. Ну что, начинаем. Для этого я взяла вот такую зелененькую ниточку, вот такую красненькую ниточку, ножницы, крючок номер 2,5. Ну, так как я уже говорила не один раз, если вы хотите цветок примерно такого размера, берите, берите крючок 2,5 сантиметра, ну и подходящие нити под него. Вот его размер около 6 сантиметров. Ну и тут около 5 сантиметров. Ну что, начинаем? Мы начинаем с кольца амигуруми. В него мы провязываем 6 столбиков без накида. Все как обычно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Ой, ничего страшного. Затянули. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединительная петля, 2 столбика подъема и делаем 6 прибавок. То есть каждую петлю мы провязываем по 2 столбика без накида. 2 петли это считается за 1 столбик. В ту же петлю мы провязываем еще 1 столбик, это будет 1 прибавка. В следующую петлю столбик 1, столбик 2, 2 прибавка и так далее. 2 петли, сюда 2 столбика, это 3 прибавка и так далее. Провязали прибавки, сейчас у нас 12 столбиков. Первый столбик мы делаем глухую петлю, контрольная, и обрезаем серединочку, мы связали. И тут же мы присоединяем красную нить. Следующий ряд мы будем вязать за задние полустолбики, полупетли, вот за вот эти вот 1, 2, 3. Вот за вот эти полупетельки мы будем вязать, поэтому присоединяемся сразу вот за вот эту полупетельку. Я беру вот так, протягиваю, вытягиваю 2, вытягиваю кончик и обратно затягиваю. 1, 2, 3 петли подъема. И сюда же вяжу столбик с одним накидом. Это будет 1 прибавка. Теперь нам нужно будет провязать все прибавки по кругу за заднюю полупетлю. За каждую вот эту полупетелечку мы провязываем 2 столбика с накидом. 1 и 2. Это 2 прибавка. 1 и 2. Это 3 прибавка. И так по кругу. Довязали мы этот ряд. Присоединяемся в 3-ю воздушную петлю, подъемную петлю. Ой. Присоединились. Следующий ряд мы тоже будем делать одни прибавки. Мы делаем 3 петли подъема. Это как 1 столбик. Дальше мы вяжем за 2 полупетли, все как обычно, но в одну петлю мы провязываем 3 столбика с одним накидом.
Один у нас есть. Дальше мы провязываем второй. Третий. И так в каждую петлю. Вот, в одну петлю мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И так до конца ряда. Следующая петля. Идем сюда. Ой. Один, два, 3. Вяжем до конца ряда. Мы провязали. Вот такие вот красивые волны у нас получились. Это как раз то, что нам нужно было. Подсоединяемся глухой петлей. Контрольная. Вытягиваем. Обрезаем. Прячем. И сразу же начинаем вязать вот эту юбочку. А вязать мы ее будем как раз за вот эти вот передние полупетли, которые мы оставили, когда мы провязывали вот этот ряд за задние полупетли. Вот за вот эти вот петелечки. Вот. Их очень хорошо видно. Вот так вот берете цветочек, и вот хорошо видно вот эти вот петли. Поэтому присоединяем нитку. Можем это делать в любом месте, как и раньше. Я так делаю. Можете посмотреть. Если понравится, делать тоже. Вытягиваю 2 кончика и затягиваю обратно. В каждую такую полупетлю мы провязываем по 2 столбика с одним накидом. Делаем 3 петли подъема. Одна уже была, 2, 3. В эту же полупетлю мы провязываем еще 1 столбик с накидом. В следующую полупетелечку, видите, их очень хорошо видно, мы также провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Следующий. Вот наша следующая. Ой, вот она. Один, 2. И так продолжаем до конца круга. Вот мы довязали ряд. Присоединяемся глухой петлей. Контрольная. Вытягиваем. Обрезаем. И прячем все нитки. Вот такой цветочек у нас получился. Очень даже симпатичный. Все, мы его отставляем. Начинаем с бутоном. С бутоном тоже все просто. Начинаем снова кольцо амигуруми. В него 6 столбиков без накида. И затягиваем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, есть 6 петелек. Я вставляю маркер. Буду вязать по кругу. В каждую петлю мы провязываем по 2 столбика без накида. Итого у нас 6 прибавок. В конце ряда должно быть 12 петель.
1, 2. Это одна прибавка. Следующую петлю 1 столбик, второй столбик. Это другая прибавка и так далее. 6. Первый ряд провязан, у нас 12 петель. Переносим маркер. Следующий ряд у нас одна петля, одна прибавка, одна петля, одна прибавка, одна петля. Следующую провязываем 2 столбика без накида. Дальше 1 столбик, следующую прибавка и так далее. Так, есть, провязали. Переносим маркер снова. Следующий ряд у нас 2 столбика, одна прибавка. 2 столбика провязываем, потом одну прибавку. Так весь ряд. Точнее 6 раз. 1 столбик, второй столбик и прибавка и так далее. Довязали, перекидываем маркер. Следующий ряд 3 столбика и одна прибавка. По всему ряду повторяем. 1, 2, 3, прибавка. Так повторяем. Провязали, маркер уже не ставим, уже мы его вытаскиваем. Здесь так, чтобы это не заканчивать, чтобы не было вот этой ступеньки, мы провязываем еще один соединительный столбик. Вот так. Один такой контрольный. Вытаскиваем. Обрезаем, прячем нитки и пока отставляем это в сторону. Продолжаем вязать чаши листик. Мы все так же начинаем с кольца амигуруми. В него мы снова провязываем 6 столбиков без накида и затягиваем кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. Вот здесь мы делаем конец и начало ряда. То есть мы присоединяемся глухой петлей, делаем 2 петли подъема. В каждую петлю мы провязываем прибавку. Это 1 раз прибавка. Это 2 прибавка и так далее по кругу. 6 прибавок. Провязали. 12 петель у нас получилось. Присоединяемся глухой петлей. Снова заканчиваем ряд и начинаем. 2 петли подъема. И сейчас 2 ряда мы вяжем просто по кругу 12 столбиков без накида. 2 ряда. И встречаемся. Провязали 2 ряда. Вот такая вот, видите, уже выемка у нас получается. Так, следующий ряд у нас очень интересный. Мы вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше со второй петли от крючка, вот 1, 2, вот сюда, 1, 2, вот сюда, мы провязываем столбик без накида. Следующую петлю мы провязываем полустолбик, то есть мы делаем накид
петлю вытаскиваем и провязываем все 3 нити на крючке. Это полустолбик. Дальше 2 петли у нас осталось, и мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Один и еще один такой же. Присоединяемся мы глухой петлей, но присоединяемся мы через одну петельку. Вот отсюда мы вяжем, вот эту мы пропускаем. Сейчас где это, где эти петельки? Ага, вот. Одну мы пропускаем, и вот сюда вот во вторую мы присоединяемся глухой петлей. Есть. Мы делаем еще одну. Это вот мы закончили один вот такой вот чашелистик. Вот оно, вот такой вот будет. Чтобы связать следующий, мы переходим на следующую петлю. Вот следующая. Опять мы делаем глухую петлю, как бы переходим. Снова провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую от крючка 1, 2, вот сюда провязываем столбик без накида. Следующий мы провязываем полустолбик, этот мы делаем накид, входим в петлю, вытаскиваем и провязываем сразу 3 нити на крючке и 2 столбика с накидом в 2 свободные петли. 1 и второй. И все так же само мы присоединяемся не в следующую петлю. Вот мы отсюда мы начали вязать. Это следующее. А мы вот сюда. Вот сюда. Вот. Входим. Глухая петля. Переходим на следующую петлю. Еще одну мы делаем. Вот такой переход. Заново. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Во вторую от крючка 1 столбик без накида. Следующий делаем полустолбик и 2 столбика с одним накидом. 1 и второй. Также присоединяемся через одну петлю. Вот отсюда мы начали. Вот эту пропускаем и в третью вот сюда вкалываем. Делаем глухую петлю, присоединились. И теперь делаем переход тоже глухой петлей. Вот сюда. И вот так вышли. И четвертую вяжем. 2, 3, 4, 5. Одна петля, столбик без накида, полустолбик и 2 столбика с накидом. 1 и второй. Отсюда начали, вот этот пропускаем, и вот сюда вот мы вкалываем. И еще один, чтобы закончить этот ряд. Вот так. Что мы делаем дальше? Мы, видите, у нас вот так вот не очень красиво. Вот эти чашелистики смотрят в эту сторону. Чтобы этого избежать, чтобы оно было вот так вот красиво вот в нужную нам сторону вовнутрь, мы просто выворачиваем свое вязание. Вот так.
Все очень просто. Вот этот хвостик мы прячем уже сюда. Угу. А вот это конец вязания мы не заканчиваем. Вот наше вязание, так как мы закончили. И мы, чтобы мы не обрезать нам нить, мы будем провязывать еще вот этот стебелечек вот такой вот. Мы по самой вот этой чашелистику вот такими глухими петлями просто доберемся до низа. Вот так вот, цепляя одну, вторую. Оно тут незаметно получается. Может быть, это незаметно на моих нитях, может, на ваших будет заметно. Тогда, конечно же, сделайте обрыв и подсоединитесь вот здесь вот, уже как вот здесь вот снизу. Но я иду так, я не хочу обрезать. Вот мы вот сюда в центр попали. И еще один разок вот так вот, чтобы мы были посередине. Глухими петлями. Вот, мы вышли на самую серединку. Вот она получается. Вот. Мы делаем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. И со второй петли от крючка мы провязываем соединительные петли. 1, 2, 3 и так далее по всему стебелечку. Есть. Вот у нас конец стебля. Мы дальше присоединяемся еще раз к этой уже чашелистику глухой петлей. Вот, делаем контрольную и вытягиваем достаточно длинную такую вот нить для пришивания. Ну, вот такое, не знаю, сантиметров 25-30, кому как. Так, вытянули. Вот что у нас получилось. Сейчас мы... Так, все расправили вот так вот аккуратненько. Берем нашу ниточку, берем иголочку вот такую для вязаных изделий. Ой, немножко неудобно. Так, вот сюда оставляем. И теперь мы берем наш вот этот кружок, который мы провязывали. Теперь смотрите, что мы делаем. Обычно, когда я вяжу какой-то круг, неважно для чего он нужен, я избегаю вот этих вот углов, чтобы их не было. Вот эти прибавки я распределяю по всему кругу в разных местах, чтобы не было вот этого вот многоугольника. Но конкретно сейчас нам это даже на руку. Вот эта лицевая часть, мы его переворачиваем. Стараемся сделать так, чтобы вот этот вот один уголочек вот у нас был наверху. Что мы делаем? Мы подгинаем одну сторону до центра. Вот у нас центр. Вот у нас. Мы подгибаем, чтобы вот этот низ, вот это основание было поплотнее, побольше. И просто подворачиваем вот так вот наш бутончик. Все проще простого. И вот этот остренький уголочек, он как раз вот нужно нам вот так вот сейчас. Вот это берем все аккуратненько, вставляем в наш чашелистник. Вот так вот вкручиваем его прям туда. Вставляем, можно притахмачить руками так, чтобы было это все там плотненько. Вот, пока сейчас мы пришьем, потом там все порасправляем.
иголочкой, вставляем ее, где-то вставим, выведем вот на бочок, вот так. И теперь мы берем и прямо насквозь вот так вот стараемся, чтобы наша иголочка прошла все слои нашего бутончика, нашего чашелистника. Это будет немножечко сложновато, но все реально. Вот так вот прямо насквозь. Вытаскиваем. Вот. Вот прям сложно, но возможно. Нет ничего невозможного. Теперь мы вставляем куда-то вот сюда и проделываем вот так, чтобы оно тут где-то задело как раз именно вот этот наш виток скрученный. Мы вставляем и проделываем все то же самое на другую сторону. Вот. Вот так у нас получается. И вот так мы отсюда вытягиваем это. Вставим иголочку вот куда-то вот сюда посерединке, чтобы мы это проделали все то же самое, но накрест, как говорится. То мы делали, к примеру, с юга на север, а теперь с запада на восток. Ну, как-то так примерно. И еще раз. Так, где-то нашли, отступили. Где нам там нравится больше, где нужно. Как вы чувствуете у себя в руке этот бутончик, чтобы оно все крепенько держалось. Может быть, где-то нужно подправить, как вы чувствуете. В общем, находите еще раз вот этой иголочкой и через все вот эти слои мы это все провязываем. Можно еще один раз так сделать, но мне кажется, что в принципе этого достаточно. Можно еще раз. Вот так аж. Так, посмотрели, чтобы мы нигде не перетянули. И вкалываем сюда, выводим вот вниз. Делаем какую-то петлю. Вот так можно уже такую маленькую зацепку сделать, чтобы просто зафиксировать нашу ниточку. Тут уже ничего мы не прошиваем. Все, делаем узелок и прячем ее где-то там вовнутрь. Вот, вот так сделаем. Отогнем. Это обрежем. И у нас вот наш цветок, вот наш бутон, вот наш еще один бутон. Даже вот так вот будет красиво, мне кажется, с двумя бутонами. Если захотите, можно еще провязать несколько листиков. Но мне этого достаточно, чтобы не перегружался сама композиция. Мне кажется, вот так. Если хотите меньше бутончик сделать, провязываете просто вот в том круге, который мы вязали изначально, на один ряд меньше. Проделываете все дальше манипуляции, как мы делали с этим. Он будет выглядывать совсем немножко, получится меньше бутон чуть-чуть. Будет немножко выглядывать, тоже будет хорошо. Ну все. Думаю, что мы справились. Кому понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем добра и мира. Пока.